Всем привет! Вас сегодня ждет нечто невероятное, особенно если вы любите читать, если вы фанат книг, потому что мы пойдем в очень-очень красивое место, связанное с книгами. Я вообще обожаю читать, обожаю книжки. Я даже вот такую вот стопку привезла с собой. Здесь есть Стивен Кинг, есть Кристин Ханна, мой любимый Франк Селье. В общем, я взяла какие-то такие книжки, которые меня точно порадуют. Буду их здесь тоже читать. Ну и, конечно же, электронные книги тоже никто не отменял. Вот, но так как я фанат книг, я не могла пройти мимо этого места, а сегодня мы обязательно туда сходим. Вообще, путешествуя по разным странам, мы стараемся заглядывать как раз тоже в книжные магазины. Очень нравится Кинокунья в Таиланде, и вот буквально недавно мы были как раз в Корее, и там я узнала, что есть невероятнейшая библиотека, которая своим масштабом тоже впечатляет. И в моем плане путешествия было заглянуть и туда. Поэтому какие-то такие места меня обычно очень сильно вдохновляют. Мне очень нравится позалипать немножко на книги. Надеюсь, что вскоре я смогу выучить еще и испанский язык. С удовольствием буду заглядывать именно в это местечко, чтобы купить себе какую-нибудь книгу по душе, потому что, конечно, выбор там шикарный. У нас сегодня 23 градуса. На улице немножко прохладно, но на самом деле солнце такое, что кажется, что должно прям вот печь. Только так. Мы вчера ходили в магазин, в тот самый мой любимый магазинчик, где я как раз купила муслиновые пеленки, хотела купить 2 штучки. Мне кажется, что в целом у меня будет как раз оптимальное количество. Думаю, что этих 2 мне не хватало, но посмотрим, так ли это. Малышка вчера была такая немного спокойная, у нее бывают такие дни, когда она почему-то немножко затихает. Я не знаю, может быть, она отсыпается. Вот, меня это немного напрягает, не знаю. Тот, кто был с животиком, вот, у вас бывали такие беспокойства, когда ребенок в животе затихает? Вы на этот счет как-то переживали или спокойно совершенно, в общем, были? Меня немного напрягает, когда так происходит, вот, но зная, что периодически у меня так бывает, я стараюсь себя немножко успокоить и подождать следующий день. Вот обычно на следующий день она уже возвращается такое в обычное русло, вот периодически вот так более подвижно становится, вот поэтому я успокаиваюсь. Вот сегодня вроде как она похожа на себя, вот, но вчера, конечно, я немножко опять попереживала. В общем, надеюсь, что все хорошо. У нас скоро врач будет буквально вот через 2 дня, вот поэтому уже очень жду этого момента. Надо подснять вам небольшую распаковку из того самого магазинчика. Вот в таком пакетике все находится тоже. Очень миленький, светленький, с логотипом как раз магазинчика. Это как раз то, что мы взяли еще помимо муслиновых пеленок. Сами муслиновые пеленки выглядят вот так. Здесь есть такие забавные узорчики. Вот такой вот с акулами. Я сначала сомневалась на его счет, то есть, если посмотреть поближе, выглядит он как-то вот так. Вот. У меня, в принципе, не так много именно каких-то одежды голубых оттенков, да, у малышки. Вот. И я переживала немножко, как это вообще будет все сочетаться. Но когда я ее положила в коляску, мне кажется, это вообще идеальное сочетание. Вот это будет такая пеленка, мне кажется, основная, которая будет находиться в коляске. Мне кажется, она прям идеально подходит, прям вот вписывается туда. И малышка будет среди таких рыбок забавных. Выглядит она вот так. Вот тоже муслиновая, обожаю муслин. Вот мне очень-очень нравится. И в плане оформления, конечно, тоже выглядит прикольно, да. И вторая, я очень хотела, чтобы был какой-то такой принт травянистый какой-нибудь. Вот я, конечно, хотела, чтобы это были какие-то зеленые листочки, либо веточки такие. Вот здесь такой больше, наверное, осенний вариант, но другого там не было. Вот. Поэтому я взяла вот этот. В принципе, тоже есть веточки и какие-то вон там стрекозки. Вот, мне кажется, тоже, в принципе, достаточно должно быть мило. Вот, так что мне тоже нравится вот такая вот очень миленькая пеленочка. Я потом, возможно, посниму еще отдельно, когда ее раскрою прям вот. Глядя на все эти пеленки, думаю о том, что у меня муслиновая зависимость. И тоже в плане оформления всякие такие штучки мне очень нравятся. В общем, вот такие вот пеленки. И давайте посмотрим еще, что мы взяли дополнительно. Эту штуку я приметила еще в тот раз. Мне кажется, тоже на первый год жизни отлично будет в плане развития. Вот это вот такой вот кубик со всякими такими различными текстурами. Вот я знаю, что детям полезно, да, в первое время щупать, вот именно трогать, у них вот все вот эти тактильные какие-то ощущения у них только развиваются, и поэтому, когда есть различные какие-то текстуры необычные, им должно как бы быть нравиться, должно быть как раз
ну, как бы стимулировать их развитие. Поэтому такой вот кубик. Я надеюсь, что он нам понравится. Там были разные тоже расцветки. И у меня он здесь, да, такой голубо-желтенький, но мне прям вот почему-то показалось, что что-то в нем есть, что-то такое солнечное. Вот. Второй вариант, который мне нравился, был зелено-оранжевый. Вот. Но все-таки мне кажется, что вот именно голубо-желтенький, он как-то повеселее. В общем, не знаю, меня он как-то больше покорил. Есть еще вот такие вот мишки миленькие. Вернее, мишка, котик и олененок. Вот, мне кажется, тоже прикольный. Вот этот листик мне очень нравится. И колечко, и звездочка. Вот. В общем, мне кажется, классный кубик. Надеюсь, что он тоже ей понравится. Вот. Но в любом случае, пока что он нравится мне. Вот. Это так. Давайте вам еще прям чуть-чуть его покручу. Вот так вот он выглядит. Не знаю, вы покупали ребенку какие-то такие кубики или обходились другими какими-то игрушками? В общем, пишите какие-то советы. Те, кто пользовался, зашел ли вам такой кубик, потому что я знаю, что у нас тоже есть подобного рода штуки. Вот. В общем, как-то так. И последнее тоже очень понравилось, но это, конечно, на постарше. Вот. Но мы решили взять сейчас. Тоже понравилась и расцветка, и то, как все это выглядит. Ну и вдруг получится использовать пораньше. В общем, посмотрим. Сейчас я тоже вот так вот запакована в бумажку. Здесь вот такая вот этикеточка. В общем, это такие прикольные пчелки. Мне они очень понравились. Мне кажется, что в плане какой-то пирамидки очень как-то мило выглядят. Вот, поэтому я не смогла устоять, просто удержаться. Не знаю, сможет ли, когда она сможет уже соображать в плане того, как собираются эти пирамидки. Вот, здесь тоже все фигурки сделаны из дерева. В общем, мне очень нравится, как она выглядит. Посмотрим, насколько это будет у нас функционально. Вот. Какая-то такая штуковинка. В общем, мне очень тоже нравится. И, кстати, она, мне кажется, тоже неплохо сочетается с нашим кубиком. Вот. Такие вот покупки у нас были совершены в этом магазинчике, и сейчас идем уже, нужно выходить. Вот мы немножко сегодня вообще, если честно, то я не выспалась. Мы почему-то поздно легли. Вот я еще долго ворочалась. В общем, в итоге, короче, мы толком не поспали, мне кажется. Но нужно как-то сменить все, поэтому пойдем прогуляемся. Тихонько прогуливаясь по Буэнос-Айресу, мы отправились в ту самую точку, о которой я вам рассказывала. Очень надеюсь, что это место действительно будет невероятным, что оно вдохновляет. В общем, я полна предвкушения и определенных ожиданий. И вот-вот мы потихоньку подходим как раз к зданию старинного театра. Вот уже прям вот видны колонны и вход. И, пожалуй, первое, что бросается в глаза, это не количество книг, а количество людей, которые здесь собралось, чтобы посмотреть на книжки и, наверное, подпитаться этой невероятной обстановкой. Стоит только поднять глаза и посмотреть наверх, как уже начинают порхать внутри бабочки. Это просто потрясающе, глаза начинают разбегаться. Тем не менее, нашла те самые комиксы с Мафальдой. Здесь вот как раз есть отдельный столик, где они представлены. И вот такую вот классную книжку с волком, она мне очень полюбилась. В ней невероятные иллюстрации и забавная история, очень рекомендую. Позже я еще обнаружила, что с этим волком есть целая серия книг, что про его приключения написана не одна книжка, и можно прям вот продолжать читать и читать. Тем временем я переместилась глубже в книжный, где уже была представлена сама сцена театра и еще больше стеллажей с книгами. И, конечно, от того, какой красотой расписан потолок, захватывает просто дух. Все вот эти огни, которые подсвечивают и создают свою невероятнейшую атмосферу, это просто на самом деле какая-то сказка. Очень здорово, что это здание не угасло, не стало заброшенным, а обрело какую-то такую свою новую жизнь. Там, где располагается сцена, сейчас находится кафе, где можно спокойно заказать себе кофе, взять медиалунчик или другое какое-нибудь вкусное пирожное и посидеть, немножко передохнуть, возможно, уже с купленными книгами, ну или просто в приятной компании посидеть и насладиться красотой вокруг. Если говорить о самих книгах, то здесь представлено очень много разной литературы. И есть и современные какие-то романы, которые сейчас актуальны. Что-то даже я читала, находила знакомые для себя истории авторов. Было интересно посмотреть на то, в каких изданиях они представлены.
Надеюсь, что вскоре я подружусь с испанским и вот зайти в такой вот атмосферный книжный и выбрать для себя книгу на вечер, мне кажется, очень-очень заманчивым. Также здесь был представлен целый стенд книгам Гарри Поттера. Гарри Поттера обожаю, не знаю, как вы, но лично я его очень люблю, и очень здорово было наблюдать то, как красиво все оформлено с вот этими вот летающими письмами. Очень оригинально и привлекает сразу внимание. Хочется подойти, поразглядывать, выбирать книгу. Книги были тоже разных изданий и всякие дополнения, а внизу расположился камин, который как раз был набит тоже различными письмами. Помимо всего, сбоку от этого стенда можно было еще и пофотографироваться вместе с тележкой, которая ведет тебя на платформу 9,75. Вот это тоже очень забавно сделано. Это еще больше и больше погружает тебя в мир Гарри Поттера, и ты как будто сам становишься героем этой истории. Ну и куда же в этом книжном без манги? Здесь есть отдельный стенд, где как раз можно найти и «Атаку титанов», и «Стального алхимика», и другие популярные аниме. Ну а мы, естественно, загорелись мыслью обойти весь книжный, подняться на верхние этажи и спуститься вниз, поэтому пошли сначала подниматься наверх, чтобы увидеть весь масштаб. Наверх можно подняться как на лифте, так и по вот такой вот винтажной лестнице, красивой, узорчатой, и поразглядывать еще больше антураж театра. Выше на этажах располагается более серьезная литература, открывается вид на холл при входе, и можно пройти дальше в ту часть, где открывается вид на уже сцену. Именно на верхних этажах собирается больше желающих пофотографироваться на фоне всей этой красоты. А лично мне очень нравилось сверху разглядывать то, как читают люди книги, с какими серьезными лицами, как внимательно, как они что-то выбирают. Это на самом деле так мило, и, конечно, никакая электронная книжка не сравнится вот именно с бумажной, которую ты можешь держать в руках, ощутить ее запах, листать странички. Вот это дорогого стоит, мне кажется. Ну и, конечно, оказаться в таком невероятном месте – это очень-очень круто. Здесь все дышит своей историей, каждая деталь, каждый шаг, за каждым поворотом тебя ждет что-то, что дарило эмоции людям. Здесь даже словно слышится музыка, словно она играет до сих пор. Можно закрыть глаза и представить, что когда-то на этой сцене было не кафе, не стульчики со столиками, не люди сидели пили кофе, а когда-то здесь происходили невероятнейшие представления. Здесь были слышны аплодисменты, невероятные декорации. Но сейчас здесь можно выбрать книжку и расположиться спокойно в ложе где-нибудь и почитать ее. Вот такое вот удивительное, потрясающее место со своей историей. В кафе в этот раз мы не заглядывали, чтобы оценить кухню. Кофе нам тоже, к сожалению, не хотелось. Вот мы плотно позавтракали, поэтому решили в кафе не задерживаться. Мы уделили больше времени книгам. Было интересно посмотреть, что здесь есть, что здесь представлено. Напоследок мы оставили самый нижний этаж, на который вел как раз эскалатор вниз. На тот момент я уже стала задумываться над тем, что почему здесь так мало именно детских книг, где же они. Вот и оказалось, что они расположены как раз в самом низу. Изначально, как только спускаешься вниз, тебя встречают пластинки и CD-диски. Здесь тоже можно выбрать что-то такое музыкальное для себя, если ты фанат. И дальше уже можешь окунуться в детские книги. Здесь их очень много, достаточно забавные есть, с такими классными иллюстрациями. Я прям вот знатно позалипала, восхищалась тем, насколько тонко здесь все продумано. Книги есть тоже для деток совершенно разных возрастов. Были представлены даже различные вот пазлы в духе фермы, как вот я держу, показываю. Еще мне кажется, с детскими книгами достаточно просто вникать именно в испанский язык. Потому что мы пока стояли, все разглядывали, как раз тренировались, пытались переводить. Было очень тоже увлекательно. А еще есть вот такие вот тактильные книжечки, где малыш может пощупать новую какую-то текстуру для себя. Вот как здесь, например, с овечкой. Можно пощупать вот это вот облачко. Милота прям. Ну и, конечно, я как фанат всяких овечек не могу проходить мимо вот таких вот прелестей. Ну а мы прогулялись по всем этажам этого удивительного книжного и отправились просто гулять по городу. Очень нравится разглядывать различные здания, здесь столько симпатичной архитектуры, чего только стоят вот эти вот прелестные балкончики. Очень здорово, что гуляя по городу, можно легко встретить какую-нибудь цветочную лавку.
особенно когда проходишь мимо нее и тебя окутывает ароматом цветов. Мы немного устали бродить, решили зайти в такой вот небольшой парк, где было очень много тоже собак, и хозяева играли как раз с ними, как-то выгуливали их. В общем, очень было приятно смотреть за этим зрелищем. А мы тихонько расположились как раз на лавочке, вокруг пели птицы. Тут словно жизнь немножко замедлялась. Смотрите, какой смешной милаха. В Буэнос-Айресе есть очень много таких вот каких-то маленьких, уютных парков, в которых можно тихонько посидеть, передохнуть, насладиться природой. Поэтому кого-то, кто расположился вот так вот беззаботно на зеленой травке, можно легко встретить. Ну а я в этот момент уже начала осознавать, что все-таки проголодалась, что пора бы что-нибудь вкусное перекусить. И в этот раз мы пойдем в ресторан, где можно как раз съесть стейк. Ресторанчик этот мы выбирали по отзывам в Google Maps и, естественно, из того, что находилось рядышком с нами, чтобы как раз куда-то специально не ехать, чтобы время на дорогу не тратить. Вот, и нашли мы вот его. Если я правильно произношу название, то Сантос Манджарес. На данный момент стейки в кафе мы еще не успели попробовать, поэтому хотелось сделать как раз первый шаг и оценить. Чаще всего мы мясо готовим как раз дома, стейки здесь невероятные, как бы в плане мяса нет никаких претензий, оно здесь просто тает во рту, даже когда готовишь сам дома, вот. Но хотелось каких-то новых впечатлений, посмотреть, что из себя будет представлять именно стейк в ресторане. Отличие наших блюд было только в гарнире, у меня было тыквенное пюре, а муж взял себе такую жареную картошку. И глядя на стейк, я была очень рада, что взяла как раз именно тыквенное пюре, потому что мне кажется, что с ним само блюдо воспринимается так немножко полегче. Вот, сижу, радуюсь как раз, предвкушая. Ну что ж, место атмосферное, было вкусно, не вау прям, но вполне себе съедобно. То есть, если вы хотите именно перекусить, не сильно заморачиваясь, если вам важно, чтобы просто стейк был хорошо прожарен, то можно сходить как раз в этот ресторан. Я же буду искать, наверное, местечко, где стейк сможет меня поразить. Заканчивать день не хотелось, поэтому мы решили неспешно прогуляться еще по городу, посмотреть что-нибудь новое. Как раз вышли на улицу, где нам еще не довелось оказаться, и она нас так неспешно привела к такой достаточно оживленной станции метро, где было просто множество людей, которые сидели тоже за столиками, и на фоне было вот такое вот здание, которое посвящено как раз, я так понимаю, тематике медицины, и если я не ошибаюсь, то сама станция тоже связана с факультетом медицины. Конечно, очень нравится встречать различные рисунки в городе, особенно если эти рисунки масштабом на целое здание. Это прям вот завораживает. А мы так долго шли, что успело уже стемнеть, и осталось прям вот совсем чуть-чуть, прям вот последний рывок. Мне сейчас с трудом даются какие-то такие длительные прогулки, поэтому сегодняшний день, я бы сказала, просто бомбический, потому что мы успели столько всего обойти, и столько интересного увидеть. Вот, мне кажется, что, в общем, мы за сегодняшний день просто молодцы. А вы любите гулять по городу, даже если усталость берет верх над вами? Вот обязательно пишите в комментариях. Мы доползли домой, шли мы пешком как раз прямо вот до дома. Вечером мы попробовали стейк, наконец-то в кафе. Ну, как бы мясо здесь, конечно же, бомбическое. Вот, в кафе его хорошо пожарили, но, конечно, кафе могло быть тоже получше. Вот, хотя я смотрела по отзывам, как бы, то есть сам стейк, как бы к нему нет претензий, он приготовлен идеально. Вот, но какого-то прям вот именно вау-эффекта, какого-то такого супер удовольствия именно от блюда, вот, я не получила. Но мясо было прожарено как бы хорошо. Вот, это было вкусно, но как бы это просто не удивляет, скорее вот как-то так. Книжный магазин крутой. Вот он действительно, кстати говоря, удивляет, потому что, наверное, не думаю, что в таком месте вообще могут продаваться книги в такой как бы интересной локации. Вот визуально, конечно, это завораживает. В плане книг есть достаточно большой выбор, очень интересно было смотреть еще детские книжки, потому что там такие прикольные иллюстраторы как раз представлены. Вот, а каждая книга это просто как какое-то произведение искусства. Вот было очень любопытно. Я приложила как раз, да, наверное, видео. Вот, можно будет посмотреть. Вот. Стоит ли посещение этот книжный магазин? Я думаю, что да. Если у вас есть время и возможность, то я думаю, что стоит заглянуть. Вот вы должны быть как-то так, да, наверное, все-таки впечатлены. Вот.
Ну и плюс просто посмотреть книжки, прогуляться, там даже можно посидеть в кафе. Вот, я думаю, что как такое времяпрепровождение достаточно приятно. Пишите обязательно, если у вас есть какие-то вопросы, я на них отвечу. И увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока!